Если вам интересно, что такого вкусного приготовить из обычной курочки, без лишней возни, продолжайте смотреть это видео. Готовить будем на сковороде, а это значит, что очень быстро. 3 сытных блюда за 1 час. Меня зовут Галина Артеменко, и вы на канале Жизнь вкусная. Я подготовила 3 простых, но очень ярких блюда. У меня получилась своеобразная градация от самого нежного вкуса к более пикантному. Итак, мы сегодня будем готовить куриное филе в сливках, окорочка в томатном соусе, а также спрингроллы в азиатском духе. Это видео я подготовила в коллаборации с 2 другими девочками-блогерами, Викой Субботиной и Алисой Захаровой. Мы хорошенько прошлись по самому ходовому, по самому популярному мясу, поэтому заходите к ним, обязательно смотрите их последние рецепты, не только последние рецепты. Ссылки на них я оставлю в описании к своему видео, и там же вы найдете список всех ингредиентов по 3 моим рецептам. Начать я хочу с самого нежного рецепта – куриного филе в сливках. Также я люблю готовить еще филе индейки, и, впрочем, любое сухое мясо будет чувствовать себя в этом рецепте просто превосходно. Для курицы в сливках я взяла вот такое вот филе фермерской курочки вместе с кожей. Можно брать просто филе без кожи. Филе я солю и перчу с 2 сторон. Сразу же очищаю и режу перьями 2 луковицы, для того, чтобы потом не тратить на это время. Очень хорошо разогреваю сковороду на большом огне. Так как филе у меня на коже, я не буду использовать растительное масло. Укладываю филе на сковороду, накрываю крышкой, чтобы слишком сильно брызги не разлетались, и жду, пока филе станет румяного цвета. Когда мясо приобретет золотистый оттенок, переворачиваю его на другую сторону и буду ждать примерно такого же цвета с обратной стороны. Румяное филе со сковороды я убираю и теперь отправляю туда мой нарезанный лук. Накрываю крышкой и буду готовить его до румяности. Время от времени крышку я буду открывать. Благодаря крышке лук будет упариваться, он станет прозрачным, мягким и нежным. Лук я также приправляю немного солью, так как он сладковатый по вкусу, нам нужно добиться баланса. Вливаю в лук сливки, жду пока они закипят, и затем отправляю туда ранее поджаренное куриное филе. Готовьте мясо в течение 12-15 минут с открытой крышкой, для того, чтобы сливки выпаривались и загустевали. Филе получается очень нежным и очень сочным. Главное в моем втором рецепте – это очень яркий по вкусу соус. В нем сочетание соленого, кислого, сладкого. К концу приготовления он очень загустевает, становится похожим на глазурь, которая обволакивает мясо, придавая ему яркий вкус. С этим соусом можно готовить мясо и в духовке, но на сковороде получается намного быстрее. В первую очередь готовлю заготовку для соуса. Отправляю в небольшую миску для смешивания паприку. У меня домашняя паприка, ссылку на нее я оставлю в описании. Также добавляю копченую паприку. Всыпаю кукурузный крахмал, который стянет соус. Добавляю мед, перец и соль. Теперь вливаю в будущий соус лимонный сок. Я использую готовый концентрат, вы можете использовать обычный свежий лимонный сок. Перемешиваю массу. Теперь мне осталось добавить только соевый соус. Апельсиновый сок можно использовать как апельсиновый свежевыжатый сок, так и яблочный, если у вас есть соковыжималка. И в самом конце вливаю томатный сок. Очень хорошо разогреваю сковороду и отправляю туда кожей вниз обжариваться окорочка. Готовлю в течение нескольких минут, пока кожа не зарумянится. Переворачиваю окорочка на другую сторону, жду буквально 1-2 минуты и выливаю к ним томатный соус. Накрываю все крышкой и буду готовить в течение 20-25 минут, время от времени крышку убирая и поливая окорочка соусом, для того, чтобы глазировка шла равномерно и окорочка получились очень глянцевыми и аппетитными. Мой третий рецепт я специально приберегла для конца этого видео, потому что курочка по этому рецепту разожжет в вашем рту настоящий пожар. Получается удивительно классное сочетание прохладных и хрустящих овощей с острой имбирно-чесночной курицей. Если вы к остроте относитесь, так себе, то лучше уменьшить количество чили-перца в 2-3 раза. Нарезаю куриное филе небольшими полосками толщиной около сантиметра.
Отправляю их в глубокую миску, солю и перчу. Добавляю к ним кукурузный крахмал. Сок, который будет выделяться из мяса в процессе обжаривания, крахмал будет стягивать и курочка останется очень нежной. Перемешиваю мясо, чтобы крахмал равномерно распределился. Теперь я очищаю и натираю на мелкой терке корень имбиря размером где-то с указательный палец или даже с большой палец. К имбирю добавляю пропущенный через пресс чеснок. Всыпаю хлопья острого перца чили, а также сахар. Я использую кокосовый сахар, вы можете использовать обычный белый, коричневый. Вливаю лимонный сок и перемешиваю. Вливаю соевый соус. Заправка готова. На хорошо разогретую сковороду я вливаю 1 столовую ложку растительного масла и отправляю обжариваться мясо. Готовлю его, помешивая, для того, чтобы кусочки становились румяными со всех сторон и процесс шел равномерно. Когда мясо станет румяным, я вливаю в него заправку, сразу же выключаю огонь, немножечко перемешиваю, чтобы заправка распределилась, и мясо уже будет готово. Перекладываю его в небольшую емкость, пускай оно немножечко подостынет к тому времени, как мы будем собирать спрингроллы. Этим временем я нарезаю овощи. Мелко рублю зеленый лук, огурцы и морковь режу сначала такими вот продольными кольцами, затем режу соломкой. Молодую капусту просто режу такими вот небольшими кусочками. Пришел черед заняться сборкой. В большую плоскую тарелку я наливаю немного воды и буду размачивать в ней рисовую бумагу. Отправляю в тарелку рисовую бумагу и пальцами прощупываю ее, промакиваю со всех сторон для того, чтобы она размягчалась равномерно. Как только я почувствовала, что бумага начала размягчаться, она поддалась, но еще не стала прям очень сильно мягкой, я приступаю к сборке. Укладываю лист на какую-нибудь удобную доску и на него отправляю немного огурца, немного нарезанной моркови, зеленый лук, несколько кусочков обжаренной курицы. Обязательно добавьте немного вот этого вот острого соуса, который придаст сочность спрингроллу, и вам не захочется даже дополнительно какого-нибудь соуса к нему. Сверху добавляю немного свежей хрустящей молодой капусты и сворачиваю ролл. Нужно немного приловчиться работать с рисовой бумагой, если вы это делаете впервые, но довольно быстро пальцы привыкают к ее особой текстуре и работать становится очень просто. Выглядят такие роллы очень нарядно, согласитесь. Друзья, очень рассчитываю на ваши лайки этому куриному видео, если оно вам понравилось. Напишите мне в комментариях, что из курочки вы любите готовить больше всего. Ну а дальше вас буду ждать уже предпасхальные видео, поэтому подписывайтесь на мой канал, нажимайте обязательно на колокольчик, чтобы не пропускать обновления. И меня зовут Галина Артеменко, вы на канале Жизнь Вкусная.